Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топи Геймс. Хорошая новость для всех ребят, которые любят что-то начинать с самого начала. Наша песня хороша, начнем ее сначала. О чем я говорю? Это о вот таком вот интересном 38-м сезоне. Давайте посмотрим. 20 дней у нас пошел отсчет. В принципе, что мы имеем? Стандартные 200 монет считаем тот же соточка, только уже с донатной штукой. Все с донатным, да? То есть, получается, 200 монет донатных должно быть 150. Дальше залетаем интересных 200. 200 монет никуда не делось. 20 провианта, это 10 в конце. И где-то тут еще спрятали наши еще 10. Вот, 20 уровень и почти в самом конце. Несколько энергетиков, интересно, симпатично. Не забываем о бесплатных топорах. Глок, арбалет в начале. 5 движков, кому нужен обязательный, крутой, симпатичный Чоппер, может быть на какие-то другие схемы оружейного модуля, ну и в принципе где-то тут на 33 уровне приятные фиолетовые модули. Очень все круто, бесплатный, короче, кейсик с какими-то скинами, которые у вас точно есть. Ну и, наверное, это все должно быть все красиво и симпатично, потому что здесь у нас и 3 мины бесплатных, и на 51-52 уровне незабываемые части Чоппера. Но исчез бак. Вместо бака у нас насос. Раньше здесь была платная основе бак, сейчас бака нету. У нас здесь еще части двигателя, винт. Немного упростили сбор нашего катера. Что хотелось бы намекнуть, на что хотелось бы намекнуть, что у нас вот акт третий совсем скоро будет связан с катером, может быть и упрощают нам сбор катера, потому что и в донате у нас появился набор катера. Это тоже важно, интересно, что с этим делать и куда его, конечно, вот такой вот наборчик тоже можно собирать катер. Так, секундочку, парочку слов о том, чтобы, ребят, не забывайте подписываться, писать комментарии, ставить лайки. Это очень-очень мотивирует, помогает создавать больше контента интересного. Ну, а мы отправляемся в очень интересное место, потому что если говорить о прокачке сезона и успею ли я, например, что нужно делать, как быстро прокачивать сезон, это самый часто задаваемый вопрос, то бункер альфа и ферма по откату вам даст возможность забрать все награды до последней. Ну, конечно же, если вы этого захотите. Ну а пока что поехали. Самые простые способы прокачки остаются теми же. Паровозы. Если вы хоть раз делали паровоз, то вы знаете, о чем я. Если вы не понаслышке знаете, что такое паровоз и как его проходить, то это easy hard режимы бункера альфа, третий этаж. Можно замудриться сделать второй, но если вы вообще еще и профессионал, то и у вас ферма пойдет также под эту самую историю. Ну и плюс к этому это очень большое количество очков сезона. Если говорить о чем-то глобальном, то лаборатория является самой крутой локацией для прокачки сезона. И это даже не обговаривается. 100%. Да, там самые такие крутые зомби, за которых даются много больше всего. Самое главное. Много, а самое главное больше всего очечи сезона, и это гадалки не ходи. Я попробую максимально экономно это все пройти. Вы сами понимаете, что у вас есть свои методы, у меня свои. Может быть, в каком-то моменте у меня произойдет какие-то недочеты. Я понимаю, что мой паровоз не идеален. Я сливаюсь раз 100 за один паровоз. И я думаю, что сколько ты раз, вот только что я уже тупанул, потому что вот этого подрывника можно было не агрить, а просто слить того токсика со спины. Почему-то у меня, как говорится, сыграла вот такая вот штука. Ну и вот здесь, в этом месте, тоже вот этих вот подрывничков. Ну, тут их не обойти. Тут по любасу нужно вот так вот прямую пройти. Можно сыграть от стенки, но это подольше будет. Не хочу затягивать сильно много. Ну, если вы это все будете делать, выполняй эти упражнения 2-3 раза. Да не, если честно, каждый по откату, то у тебя будет счастье, и ты сможешь вот это все как бы
довести до идеала, и твои паровозы дадут тебе открытую дорогу в что-то интересное в плане полностью всех забранных наград в сезоне. И это как минимум очень и очень интересно. Большая проблема сезона, знаете какая? Наверное, все знают, что 60 уровень не дается. То есть ты без доната дошел до 59-го, все, забил нафиг. Просто даже вот 59-й мне оно не нужно, я даже не дохожу. То есть моя критическая точка это бесплатный набор 55 уровня, 56, 57, дальше я просто не иду, потому что мне это незачем. Все остальные награды открываются только с донатом. Я бы сделал, например, на 60 уровне тех же 50 монет только за бесплатный, там 10 провианта. Ну, это было бы очень активным в обсуждении. Я бы думаю, что многие бы поставили большущие оценки нашим разработчикам, и как минимум все бы захотели проходить сезон полностью. А как же монеты, которые даются бесплатно, и провиант? Все бы и каждый начал бы проходить. Это было бы круто, но мечты на них ведутся, как говорится, не все. Ну а мы залетаем, что мы делаем? Быстренько сейчас паровозим и быстренько сейчас взрываем всех гранатами. Сразу говорю, что пошло все не по плану, потому что лишний таксяк на меня согрелся. Важно открывать вот здесь вот эту вот комнату, тоже важно. Важно держать в тонусе хп. Важно вот этих бегунов лучше тоже сливать. Они будут очень мешать. И прятаться вот здесь. Зачем? Чтобы дождаться пацана одного очень нам известного яростного гиганта. Он дошел, и это важно, чтобы он не вернулся в обратку. Сложный момент у нас начинается вот здесь. В этой комнате можно не выйти, потому что нас могут не выпустить. Выпустили, это хорошо. Дальше бежим, бежим, бежим. И, естественно, все очень отлично, максимально симпатично. Бегунов по возможности сливаем всех. Всех, кто огрятся, всех сливаем. Естественно, все собираем. Дискету с координатами получаем. Так, вот здесь важно тоже. Двери нужно было открыть заранее. Теряешь маленькое количество времени. Так, тут агрим этого. Выбегаем. Очень важно тоже здесь. Можно простоволоситься. Сливаем токсичного. Забегаем вот сюда. Тут опасная тема тоже, потому что тут нужно выдержать. Тут нужно выдержать удары вот этих вот токсичных. И 2 птички как минимум залетает как теща под лед. Дальше идем. Агрим. Всех агрим, всех собираем. Вот зачем мы там двери открывали. Согрили. Более-менее тоже опасно вот здесь. Но тут нужно за столом оббегать. Тогда у вас все хорошо. Все отлично. Здесь, если бы мы не подождали в начале вот за этой стенкой яростного гиганта, то он бы пришел нам навстречу. Вернулся бы в эту сторону. И это было бы печально. Собрали мы всех пацанов вообще, ребят. И теперь самое главное. Ну, тут нужно было и спринт взять. Потому что может получиться, что кто-то зайдет с вами за ширму. А это тоже нам неприятно. Дождаться всех пацанов вообще, ребят, которые будут идти, тоже важно здесь. Выбираем гранаты. 4 гранаты под идеальное использование. Можно, конечно, немножечко то побольше. Что хотелось бы еще здесь добавить? У вас может быть свой паровоз какой-то более идеальный. Ну, либо сливать всех копьем. Это никогда. Ничто не заменит нам, например, зачистку бункера Альфа копьем или каким-то ближнебойным оружием. Если есть возможность, мне кажется, что граната это топовая тема. Ждем, пока все присоединятся к вот этому месиву. Также на бункере Альфа на простом режиме, это у меня хард, мы на простом режиме проходим это намного проще, потому что и зомби меньше кусаются, быстрее убивается. 3 гранаты идеально. И там и можно, если честно, любое другое оружие использовать. Итак, ждем, пока у нас зайдут пацаны.
Вот эти последние, да, тут есть яростные гиганты. Второй этаж тоже, вы знаете, что возможен у нас. Второй этаж бункера Альфа в паровозе. Я думаю, что выйдет как-то видосик, в котором мы паровозим просто все и всю локацию. Максимальное. Так, сначала кидаем одну гранату, ждем. Будьте готовы, что вам нанесется урон. Может нанестись, а может и нет. Поэтому теперь кидаем 3. И вот это приблизительно где-то что-то к идеалу. Если делать вот такие вот упражнения 2-3 раза в день, то спина никогда не будет болеть, да, как говорили в одном из мемов. Но самое главное, что у вас залетает сразу несколько уровней. Представьте, сколько же залетит у вас на изи и плюс ферма. Я вам скажу, что хорошие приятные награды не за горами. И это будет очень и очень well done. Ни один из наборов не выпал, но тем не менее собираем все, что нам нужно для дискеты с координатами, отправляемся на обмен. Это все прям очень и очень сильно нам помогает пройти весь сезон понемножечку, помаленечку, и никто вам мешать в этом не будет. Да, ну и остается открытой темой, что самая лучшая локация по добыче, конечно же, не по экономии, а по добыче, все-таки остается лаборатория. Сегодня она у нас есть. В принципе, я думаю, что можно будет взять на вечер запустить стримчанский, но я не знаю, есть ли в этом какой-то вариант или тема, но я думаю, что это всегда открыто. Можно будет и вечером. Пишите, хотели бы вечером стрим. Буду очень рад видеть ваши комментарии. Подписывайтесь на канал, лайкайте. Увидимся в следующих видео. Пока.